Дастин работал лесничим уже много лет, и он очень любил свою работу. Каждый день он обходил свой участок леса, наблюдая за животными и проверяя их места обитания. Его шаги по лесной тропинке были тихими и уверенными. Глаза внимательно осматривали каждый куст и дерево. Порой он замирал, прислушиваясь к малейшему шороху в листве или треску веточки под лапой зверя. Однажды Дастин заметил необычно большое гнездо на высоком дереве. Сначала он не придал этому значения, но со временем загадочное гнездо увеличивалось и привлекало к себе все больше внимания. Оно росло с невероятной скоростью, словно его строили не птицы, а невидимые лесные духи. Ветви, из которых оно было сплетено, казались слишком толстыми для обычных птиц. Обычно вокруг гнезда было слышно щебетание птиц, но в один день Дастин заметил, что там стало непривычно тихо. Это его насторожило, и он решил понаблюдать за гнездом повнимательнее. Тишина была настолько тревожной, что казалась почти осязаемой. Даже ветер, казалось, обходил это место стороной, не тревожа листву окружающих деревьев. Однако Дастин так и не увидел ничего подозрительного, поэтому на следующий день он решил прийти к дереву пораньше. Утренний туман еще не рассеялся, придавая лесу таинственный вид. Лесничий заметил странные следы на земле вокруг дерева, которые не могли принадлежать лесным животным. Следы были глубокими и четкими, словно их оставило что-то тяжелое. Некоторые отпечатки напоминали следы обуви, но были слишком большими для обычного человека. Дастин решил осмотреть гнездо поближе. Он принес лестницу и, преодолевая страх высоты, медленно поднялся к гнезду. Каждая ступенька скрипела под его весом, заставляя сердце биться чаще. Руки Дастина дрожали, когда он достиг верхних веток. То, что он увидел внутри, потрясло его. В гнезде никого не было, но там лежали какие-то странные предметы. Блестящие металлические устройства и маленькие контейнеры были искусно спрятаны среди веток. Дастин осторожно прикоснулся к одному из контейнеров, и тот издал тихий щелчок, заставив лесничего резко отдернуть руку. Обеспокоенный мужчина позвонил в полицию, но они не восприняли его сообщение всерьез. Голос диспетчера звучал скучающе и равнодушно, что только усилило разочарование Дастина. Тогда он решил провести собственное расследование, чувствуя, что это его долг перед лесом и его обитателями. Ночью Дастин не мог уснуть. Его мысли постоянно возвращались к странному гнезду и его содержимому. Дастин начал внимательно осматривать территорию вокруг дерева, делая заметки и фотографии. Каждый шаг, каждый взгляд мог привести к разгадке тайны. Он опросил своих коллег и немногочисленных посетителей леса, пытаясь собрать информацию о необычных событиях, происходящих в этом районе. Каждый разговор приносил новые детали, складывающиеся в тревожную картину. Один из посетителей рассказал, что видел странные огни в лесу поздно ночью, двигающиеся к тому самому дереву с гнездом. Некоторые посетители рассказали, что видели странные тени и слышали необычные звуки возле гнезда поздно вечером. Их рассказы были полны страха и недоумения, что еще больше убедило Дастина разобраться в ситуации. Лесничий осознал, что здесь происходит что-то незаконное и очень опасное. Продолжая расследование, Дастин обнаружил скрытую тропинку, ведущую вглубь леса. Ветви деревьев словно нарочно сплетались над ней, пытаясь скрыть ее от посторонних глаз. Там он нашел брошенные инструменты и пустые клетки, что указывало на возможную преступную деятельность. Ржавые прутья клеток и острые края инструментов вызывали у Дастина чувство тревоги и отвращения. На одной из клеток он заметил следы крови, что заставило его сердце сжаться от ужаса. Дастин снова обратился в полицию, на этот раз предоставив более убедительные доказательства своих слов. Полиция, наконец, согласилась сотрудничать и начала официальное расследование,
осознав серьезность ситуации. Детектив, прибывший на место, побледнел, увидев собранные Дастином улики. Вместе с полицией Дастин разработал план по выявлению незаконной деятельности в лесу. Они установили скрытые камеры и организовали ночное наблюдение. Дастин провел несколько бессонных ночей, вглядываясь в темноту леса и ожидая увидеть там преступников. Каждый шорох, каждая тень заставляли его напрячься, готовясь к возможной опасности. Через несколько дней их совместные усилия принесли результат. Они засняли группу людей, тайно проникающих в лес ночью и долго что-то делающих рядом с гнездом. Сердце Дастина бешено колотилось, когда он увидел, как темные фигуры скользят между деревьями, словно призраки. Их движения были быстрыми и уверенными, выдавая профессионализм и отличное знание местности. К счастью, полицейские были наготове и действовали быстро и решительно. Во время спецоперации полиция задержала преступников. Оказалось, что злодеи использовали гнездо как тайник для контрабанды яиц редких птиц. Когда полицейские вскрыли тайник, Дастин увидел десятки хрупких яиц, каждое из которых было бесценным сокровищем природы. Некоторые яйца были настолько редкими, что Дастин никогда раньше не видел их даже на фотографиях. Расследование выявило, что задержанные были частью крупной международной сети по незаконной торговле редкими видами животных и птиц. Масштабы операции поражали воображение. Она охватывала несколько континентов и угрожала десяткам видов. Дастин был потрясен, узнав, что некоторые из редчайших птиц мира могли исчезнуть навсегда из-за действий этих преступников. Благодаря бдительности Дастина и его упорству удалось раскрыть серьезное преступление против дикой природы. Его действия помогли спасти многих редких птиц от незаконной торговли. После завершения дела Дастин получил награду за свой вклад в защиту природы. Стоя на сцене и принимая награду, он чувствовал смесь гордости и смирения перед величием природы, которую он защищал. Его история вдохновила многих людей быть более внимательными к окружающей среде и сообщать о подозрительной деятельности. Многие люди стали обращаться к Дастину за советом и поддержкой в вопросах защиты природы. Лес, где работал Дастин, стал более безопасным местом для диких животных. Местные власти усилили меры по охране природы и борьбе с браконьерством. Теперь каждый шорох в лесу напоминал Дастину о его важной миссии. Он часто замечал, как животные, которые раньше избегали этих мест, теперь возвращались обратно, чувствуя себя в безопасности. Дастин продолжил работать лесничим, но теперь с еще большей ответственностью. Он организовал образовательные программы для посетителей леса, рассказывая им о важности сохранения природы. Его глаза горели энтузиазмом, когда он делился своим опытом с другими. Дети особенно любили его экскурсии, во время которых Дастин учил их распознавать следы животных и понимать язык леса. История Дастина получила широкую огласку и привлекла внимание к проблеме незаконной торговли дикими животными, а спустя год после этих событий произошло что-то невероятное. Дастин заметил, что птицы вернулись к тому самому дереву и построили там новое гнездо. Для Дастина это стало символом восстановления природного баланса и успеха его миссии по защите леса. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.